Всем привет! У нас сегодня понедельник, 25 марта, и мы переехали в Биргу, первую столицу Ордена Госпитальеров на Мальте. До заселения в отель у нас еще есть минут 40-50, и мы их попробуем провести с пользой, используя, как всегда, видеокамеру. Вообще, если быть точнее, то мы еще не в Биргу, потому как город находится за стеной справа, и раньше в него можно было попасть только через такие мостики с глубокими рвами под ними. Мы же сейчас подошли к Марине, которая является частью залива Великая Гавань и разделяет два старых города – Биргу и Синглея, причем последняя находится на ее противоположном берегу. И мы там тоже планируем прогуляться в одной из последующих серий. Решили спуститься на набережную по улице Сен-Лаурен, название которой как-то связано с церковью, виднеющейся спереди и носящей такое же название Святого Лаврентия. Словно дождавшись нашего прихода, звонарь в церкви начал звонить в колокола, и это в 1:30 по местному времени. Перед церковью на островке, окруженном дорогой, разбит очень симпатичный скверик с памятником свободы и 3 пинями и опунцией, причем последняя усеяна вкусными и полезными плодами, который почему-то никто не срывает. Сегодня на Мальте началась Страстная неделя, и я уверен, что мы будем не только слышать, но и наблюдать проявления местных церковных обычаев. А вот и тот самый колокол, который непрерывно звонит. На водной глади Марины Биргу, кроме уток, можно также наблюдать многочисленные яхты и катамараны, недвусмысленно намекающие не только на любовь к морю, но и на достаток их владельцев. А эта арка называется Порте де ла Виктаира, или по-нашему Ворота Победы. Прямо за воротами находится здание Морского музея Мальты. Интересным фактом является тот, что музей расположен в здании бывшей военно-морской пекарни Средиземноморского флота Великобритании, которая обеспечивала Королевский флот едой и питьем. На водной же глади все без изменений. Бесчисленное количество яхт везде, куда глазу видно. А вот здесь уже картинка стала изменяться. Яхт стало меньше, но они стали больше. И чем дальше, тем эта тенденция приобретает более выраженный характер. Если так пойдет и дальше, скоро эти лодки перестанут влазить в экран камеры. А вот эта посудина, похожая на старинный пароход, явно лишняя на этом празднике роскоши. Хотя кто его знает, как она выглядит внутри. Может, внутри она вся золотом покрыта. Синглея отсюда выглядит еще привлекательней. Мыс полуострова, на котором находится Биргу, принадлежит старейшему рыцарскому форту – Сат-Анджело. Именно под его стенами мы сейчас и находимся. А это у нас в кадре опять Синглея и купола ее главной церкви Святой Девы Марии. Очень красиво смотрится на фоне запыленного неба. Тем временем наше свободное время подходит к своему концу, и мы направились в сторону своего нового отеля. Ориентируясь по карте, вышли на очаровательную улицу Хилда Табоне, или Табоне. На мой вкус, это самая красивая улица Мальты. А еще здесь царит такое ощущение покоя и умиротворенности, которое можно ощутить только воочию.
А это уже другая сторона Биргу, с видом на город Калькара. Калькара немного моложе Биргу и вместе с Синглея входит в тройку самых старых рыцарских городов Мальты. Сейчас в кадре вилла Бикхи. Во времена, когда Мальта была колонией Великобритании, здесь находилась больница. А это сегодняшняя столица Мальты Валетта. Туда мы тоже планируем смотаться и посетить сады Баракка. Буквально в 20 метрах от своего отеля в крепостном рву обнаружился зоопарк с курами и петухом. А тенеком создают апельсиновые деревья с многочисленными плодами на ветках. Как он сидит. Тот же самый кусочек флоры Мальты с другого ракурса. К сожалению, ниже заглянуть нельзя по причине стены толщиной 2 метра и решетки на ней. Вечером вспомнили о наличии крыши в отеле и поднялись на нее. И не пожалели. Видно, крепостные укрепления Биргу и Калькара просто волшебны. А это церковь Святого Йозефа, главная церковь Калькары. На этом заканчиваю очередную серию. Всем здоровья и радости!